Оружие и стратегия. Эммануэль Макрон подтвердил военный альянс с Арменией. На полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Франции расставил точки над «и» в вопросах безопасности. Макрон подтвердил, что Армения и Франция подписывают соглашение о стратегическом партнерстве, а военное сотрудничество становится фундаментом этих отношений. Он жестко ответил на критику со стороны третьих стран, заявив, что Франция помогает Армении реализовать ее законное право на самооборону и защиту границ. По словам французского лидера, речь идет не только о поставках техники. Подчеркнут комплексный подход от систем ПВО и бронетехники до подготовки кадров и реформирования оборонной системы Армении по французскому образцу. «Мы строим безопасность Европы вместе», заявил Макрон, фактически подтвердив, что Армения становится ключевым звеном европейской архитектуры безопасности на Кавказе. Кроме того, он отметил, что на армянской территории все еще находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. В этой связи, по его словам, Европа должна помочь этой стране обеспечивать безопасность своих границ более независимо. Макрон также дал понять, что выбор, который делает Армения вместе с европейскими партнерами, неизбежно заставит ее соседей уточнить свою позицию. «Я знаю, что выбор, который делает Армения, и тот, который мы делаем вместе с ней, заставит всех ее соседей прояснить свою позицию. И нам следует спросить их, вы с европейцами или против них?» – заявил он. Президент Франции подчеркнул, что Франция поддерживала Армению настолько, насколько это было возможно, тогда как России, по его оценке, в ключевые моменты там не было. С точки зрения геополитического контекста, отметил Макрон, не стоит чрезмерно полагаться на Россию. Ее не было в 2020 году, и, по его словам, ее не будет завтра, если только не будет выбрана новая форма зависимости. При этом он вновь напомнил, что на территории Армении до сих пор находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников, и именно поэтому Европа должна взять на себя обязательство помочь этой стране более самостоятельно обеспечивать безопасность своих границ. Помимо всех этих событий, вечером 4 мая состоялась отдельная встреча между Пашиняном и Макроном на государственном уровне. Перед государственным ужином состоялась церемония награждения. Указом президента Республики Армения за значительный личный вклад в укрепление и развитие традиционных дружественных отношений между Республикой Армения и Республикой Франция, а также в расширение и углубление сотрудничества между двумя странами, президент Французской Республики Эммануэль Макрон был награжден Орденом Славы. В свою очередь, решением президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян были награждены Большим крестом Ордена Почетного легиона. Эта награда является высшей наградой Ордена Почетного легиона, учрежденного Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Выступая с тостом, Никол Пашинян поднял бокал за Эммануэля Макрона, друга, брата и близкого человека для армянского народа. Он подчеркнул, что роль Макрона для Армении на данном этапе действительно переломная. По его словам, двусторонние отношения уже находятся на очень высоком уровне и будут закреплены стратегическим партнерством. Пашинян отметил, что нынешний визит носит особый характер, поскольку президент Франции, которого в Армении считают другом, находится в стране. Премьер-министр заявил, что Армения вышла из логики выживания и перешла к логике развития, к реальной Армении. Переломным моментом, по его словам, стала Прага 6 октября 2022 года, когда Макрон проявил редкую решимость. Такую убежденность и принципиальность, отметил Пашинян, он не встречал нигде ранее. Именно тогда, по его оценке, начали формироваться основы нынешней реальности Армении, что открыло перспективы мира, безопасности и развития. Он также подчеркнул, что поддержка Макрона была не только институциональной, но и личной.
В моменты, когда казалось, что опоры больше нет, Армения, по словам Пашиняна, почувствовала его руку поддержки. Реакция президента Франции, отметил он, всегда была быстрой, конкретной и практичной. Также с речью выступил Эммануэль Макрон. «Прежде всего благодарю за только что сказанные слова. Господин премьер-министр, дорогой Никол, они тронули меня до глубины души. И раз вы вспомнили те события, да, действительно, осень 2022 года, я ничего не забыл из той ночи. Прошло всего 2 года с начала войны. Ситуация была крайне нестабильной, и вы проявили большое мужество, принимая решения для своей страны. Но я хочу сказать одну простую вещь. Прежде всего, Франция в те моменты, я считаю, выполнила свой долг. Да, многие в Европе и за ее пределами смотрели на нас как на нечто странное за то, что мы столь безусловно поддерживали Армению. Более того, скажу откровенно. После той встречи, о которой говорил премьер-министр, меня фактически перестали приглашать на последующие заседания. До тех пор, пока конфликт, как считалось, не будет урегулирован президентом Алиевым. Сегодня ситуация, к счастью, успокоилась, но если мы были рядом с вами, то потому что это было правильно, потому что это было справедливо, и потому что на протяжении всей истории борьба вашей страны и вашего народа была справедливой перед лицом геноцида, перед лицом вторжений и в тот момент перед угрозой вашей территориальной целостности и суверенитета. Наше представление о возможном мире, в том числе и для нас самих, заключается в том, чтобы быть рядом с такими справедливыми процессами, которые защищают международный порядок, даже если это не приносит нам прямой выгоды. Даже если прагматичные расчеты подсказывали бы отвернуться. Даже если многие предпочитали считать кубометры газа или выгоду от контрактов с более мощными военными державами. Честь Франции – быть рядом с теми странами, которые никогда ей не изменяли, с народом, который никогда ее не подводил, и быть рядом с правым делом. Наша история уходит далеко в прошлое. В этом зале есть люди, чьи семейные судьбы связаны с отношениями между нашими странами. Кто-то эмигрировал несколько поколений назад, кто-то в течение своей жизни, а кто-то полюбил Армению, даже не имея здесь корней. В отношениях наших стран и народов есть нечто особенное. Почему французские интеллектуалы любили Армению, даже не бывая здесь? Потому что им было невыносимо видеть, как эта страна переходит из одной империи в другую. Почему сюда приходил французский флот? Не просто чтобы осудить, а чтобы спасать. Потому что это считалось справедливой миссией Франции. Почему мы принимали вас тогда? И почему столь многие армяне, прибывшие во Францию, сражались за нее? Мы имели честь увековечить память Мисака Манушяна и Мелини в пантеоне. Они олицетворяют вклад армянского народа во Францию. Это всегда одна и та же история. Когда борьба справедлива, мы рядом друг с другом. Когда речь идет об универсальных ценностях, мы вместе. Я с большой честью принимаю награды, врученные сегодня. Они – этап в нашей общей истории, которая обязывает нас. Потому что это вы, потому что это мы, такова связь между Арменией и Францией. Именно поэтому выбор, который вы сделали, выбор полной независимости, мира и стабильности в этом турбулентном регионе, выбор Европы и процветания – это выбор, который мы поддерживаем, потому что считаем его правильным. Мы считаем, что он соответствует вашему народу, текущему моменту, геополитической логике и интересам Европы. Мы хотим быть частью этого пути. Стратегическое партнерство, которое мы подпишем завтра, закрепит беспрецедентные усилия в сфере обороны, которые мы предпринимали вместе в последние годы. Наши отношения никогда не были на таком уровне. Оно откроет новые экономические страницы, укрепит образовательные, языковые и культурные связи. Но позвольте сказать, для нас реальная Армения неотделима от Армении мечты. Потому что многие мечтают о ней каждый день. Вы выбрали Армению европейскую, мирную, процветающую. Именно эту Армению, со всей ее историей и смыслом, мы любим и принимаем, подытожил Макрон. Отметим, что на этом фоне из московских болот доносится вой с беспомощной яростью.
Этническая армянка Маргарита Симоньян, которую в западных СМИ называют валькирией путинской пропаганды и которая толком никакого отношения не имеет к матери Армении, заявила, что из-за визита Зеленского в Армению нужно, чтобы Путин или тот, кто заменит Путина, стали защищать русское население в Армении, делая намеки на некое СВО по типу Украины. Визит в Ереван президента Украины – это настолько неблагодарный шаг от Армении, которую мы столько раз спасали, что у меня нет слов. Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране. Если не Владимиру Владимировичу, то его преемнику точно придется принимать меры. Наш ответ прост. Будучи армянкой, просить Путина напасть на Армению – это не то, что пробить дно, это какой-то позор космического масштаба. Кстати, данный фрагмент, который вы увидели с Маргаритой Симоньян, был опубликован 3 недели назад, но именно сейчас в армянском медиасегменте этот кусок стали форсить, из-за чего складывается мнение, будто она это сказала в день приезда Макрона и Зеленского в Армению. Хотя давность не имеет значения, тем более трехнедельная. Учитывая ее состояние и болезнь, которую она переносит, мы даже не хотели про нее ничего говорить. Однако говорить такие вещи про свою историческую родину – это позорно. В любом случае пожелаем ей здоровья и чуть-чуть доброты. На фоне развития армяно-французских отношений и 8-го Европейского саммита заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Украины Владимира Зеленского, использовав жесткую и оскорбительную лексику. В своем комментарии Медведев позволил себе ряд персональных высказываний, которые вызвали широкий резонанс и критику в экспертной среде и социальных сетях. Ему не понравилось то, что Зеленский и Пашинян говорили на английском языке, притом, по его мнению, очень плохо. Он утверждал, что оба знают русский язык, но перед камерами говорили на английском, а потом без камер, наверное, на русском общались. Все это в очень резких тонах и оскорбительной форме он написал на своей странице. Одним словом, бред какой-то. Медведева призываем, чтобы меньше употреблял крепкие напитки. Мало ли, потом оправдываться начнет. На фоне этих событий западные СМИ обсуждают сообщения о усилении изоляции Кремля и росте мер безопасности вокруг российского руководства. По данным CNN со ссылкой на европейские разведслужбы утверждается, что Владимир Путин работает в более закрытом режиме из-за опасений внутренних угроз. Также в публикациях говорится об усилении охраны и повышенном контроле за окружением. Отдельно отмечается, что внутри политических и силовых элит сохраняется напряженность на фоне перестановок и арестов в оборонном секторе, что некоторые аналитики трактуют как признак конкуренции между структурами. Кроме того, в западных оценках упоминается, что предстоящие мероприятия, включая парад 9 мая, рассматриваются через призму усиленных мер безопасности, однако официальных подтверждений изменения формата проведения нет. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные выпуски.